Здравствуйте, друзья! Мы с вами продолжаем разбираться в многообразии устройств умного дома Xiaomi. И героем сегодняшнего обзора будет управляемый электрический конвекционный обогреватель Xiaomi Smart Mi. Максимальная мощность 1600 Вт, расчетная площадь помещения 10-15 квадратных метров, управление, сенсорный экран и приложение, интерфейс Wi-Fi 2,4 ГГц, степень защиты IPX4, размер 680 на 200 на 440 мм, вес 6,5 кг. Обогрев помещения происходит по принципу конвекции. Холодный воздух, находящийся внизу, нагревается закрытым нагревательным элементом и поднимается вверх, постепенно охлаждаясь и снова опускаясь вниз. Такая циркуляция воздуха обеспечивает равномерный обогрев помещения. Поставляется обогреватель в большой и довольно тяжелой коробке. Обращайте внимание на стоимость доставки, за счет ее возможно будет дешевле купить в локальном магазине. Еще раз напомню размер обогревателя 680 на 200 на 440 мм. Кроме него в коробке нашлась еще пара пластиковых ножек, инструкция и комплект крепежа. Верхние и нижние торцы обогревателя забраны решетками. Кабель питания с тройной китайской вилкой, которую несложно заменить, выходит внизу корпуса устройства. Здесь же находятся винтовые крепления для пластиковых ножек, которые нужно закрепить к корпусу комплектными винтами. Обогреватель окрашен белой матовой краской. Сверху на фронтальной части написано предупреждение о горящей поверхности на китайском языке. В нижней части название производителя Smart Mi. Элементы управления находятся с правой стороны. Изначально экран защищен транспортировочной непрозрачной пленкой. Сенсорный экран предназначен для ручного управления обогревателем, а также отображает заданные параметры работы. Для физического отключения не обязательно его выключать из розетки, для этого имеется механический выключатель питания. Верхняя часть обогревателя имеет более высокий уровень защиты, кроме наружной решетки с довольно большими отверстиями. Под ней имеется еще одна более мелкая решетка, чтобы предотвратить попадание мелких предметов на нагревательный элемент. При включении питания активируется сенсорный экран. В верхней части находятся две круглые области, сенсорные кнопки. Левая по короткому нажатию изменяет или отключает подсветку экрана. Правая включает и отключает обогреватель. Далее идет индикатор целевой температуры, которая настраивается при помощи кнопок плюс и минус по бокам. Под ним таймер отключения в часах, который настраивается точно так же. После включения питания устройство переходит в режим точки доступа в диапазоне 2,4 ГГц. Ее обнаруживает приложение Mi Home и по названию определяет тип устройства. Нажав на него, запускается мастер подключения, где нужно указать свою Wi-Fi сеть и подождать, пока данные будут переданы на обогреватель и он перезагрузится. В конце подключения три стандартных шага: выбор локации, имени устройства и при необходимости добавления к управлению других Mi аккаунтов. После появления в списке нового устройства и запуска плагина управления проверяется и при необходимости устанавливается последняя версия прошивки. Главное окно плагина управления показывает статус устройства, выключено или целевую температуру при включении. В правом верхнем углу находится меню настроек и информации. При включении обогревателя при помощи ползунков можно установить целевую температуру от 16 до 32 градусов и время автоматического отключения от 0 до 8 часов. Еще ниже находятся опции управления дисплеем, бипером и детским замком, отключающим управление с экрана устройства. В сценариях обогреватель может быть и условием, и действием. Благодаря встроенному датчику температуры и влажности можно настроить условия по порогам температуры от минус 10 до плюс 60 градусов с шагом в 1 градус. Для влажности диапазон для условия выше, чем от 10 до 90%, для условия ниже, чем от 10 до 100%. Полезным также будет возможность применить в условия состояния обогревателя, например, присылать предупреждение при включении. В действиях имеются опции включения и выключения, управления яркостью и отключением экрана. Плавных действий для вращения кубика нет. В версии Mi Home сайта Capiba.ru есть дополнительное действие установка целевой температуры. Например, можно устанавливать разную целевую температуру для различного времени суток, включать обогреватель, если температура будет ниже заданной, и выключать, если температура, в том числе на внешнем датчике, будет выше заданной или, скажем, будет открыто окно. Обогреватель достаточно быстро реагирует на смену параметров приложений. Все настройки сразу отображаются на экране устройства. Работу обогревателя можно разделить на три режима.
Режим интенсивного нагрева, когда целевая температура значительно выше окружающей. Потребляемая мощность при этом выходит в пик, у меня получилось 1555 Вт. Температура в нижней части обогревателя около 30 градусов. В верхней решетке доходит до 80, а внутренней мелкой решетки почти до 100 градусов. Режим поддержания температуры – это когда целевая температура приблизительно равняется температуре окружающей среды. Потребление в таком режиме около 250 Вт. Температура в верхней части порядка 40 градусов. И режим ожидания, когда устройство находится в онлайне, но режим нагрева отключен. Потребление в этом режиме всего 2 Вт, а температура равняется температуре окружающей среды. На момент съемки этого видео мне, к сожалению, не удалось найти ни один рабочий метод интеграции этого устройства в Home Assistant. Единственный найденный мной кастомный компонент, к сожалению, не работает. И, судя по обращениям других пользователей, не только у меня. А автор, похоже, его забросил. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч!